Всем привет, с вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на куклу Барби The Movie в стиле вестерн. Непривычно то, что сегодня я начинаю обзор с куклы, которая еще в упаковке, которую не видно, но мне захотелось разделить момент распаковки вместе с вами. И вот она! Красотка в ковбойской шляпе. Эта кукла вышла в рамках коллекционной линейки, посвященной предстоящему фильму, и ее стоимость в Америке $50. А здесь она стоит $98, то есть почти в 2 раза дороже. Поэтому особая благодарность всем тем, кто поспособствовал выходу этого обзора. Это Эстивейл, Булочка с тревожностью, Маяшкин и другие замечательные бустеры. А еще сегодня я передаю отдельный ковбойский привет новому эксклюзиву на Бусти, и это Кира Вельветка. Как всегда, ссылка на Бусти есть в описании. Проверьте, что там разыгрывается. Возможно, именно кукла вашей мечты. Ну а куклой моей мечты из новой коллекции Barbie The Movie была именно эта ковбойская Барби. Цвет и оформление ее коробки, скорее всего, является отсылкой к коробкам кукол Барби 80-х с рамочкой с передней стороны. Только раньше окно из прозрачного пластика было только спереди, а теперь оно есть и наверху, тем самым увеличивая обзор куклы, и в коробку попадает больше света. Логотип Барби на коробке наиболее похож на тот, который использовался с 1975 по 1991 год. С ним соседствует надпись The Movie, и все вместе красиво переливается голографическим сиянием. Рядышком символ звезды, кометы, которая у меня ассоциируется со звездой на коробке первой Барби Суперстар 1976 года. Внизу в уголочке белый и достаточно крупный логотип Mattel. Наверху блестящее голографическое сердечко с розовым контуром и желтым наполнением, с буковкой B в центре. По бокам подобные, но уже не блестящие сердечки, логотип Barbie The Movie и кадры из фильма с домом Dream House тоже в сердечках. С одной стороны, этот дом основан на всех выпущенных недавно домах для Барби, но с другой стороны, он более розовый, как это было принято в 90-х, поэтому хотелось бы, чтобы его выпустили в виде игрового набора. Пока такой дом есть только в виде конструктора Mega Bloks. С обратной стороны знаменитая фотография Марго Робби со съемок, где она улыбается в автомобиле. Причем, с ее же слов, это абсолютно случайный, незапланированный кадр. Она засмеялась от какой-то шутки, и фотограф поймал этот момент. И, кстати, такую одежду для куклы можно приобрести в фэшн-пэке. Рядышком логотип сердечко, наверху большой логотип Barbie The Movie и надпись «Приветствуем вас из Барби-ленда и желаем вам самого лучшего дня». Внизу информация от производителя, указано, что кукла сделана в Индонезии, но при этом нигде на коробке не указано ее точное название. Но принято считать, что эта кукла называется Western Барби. Пахнет свеженькой куклой. Но если серьезно, то у нее, правда, такой запах свежих материалов, ведь она выпущена совсем недавно. С обратной стороны закреплен сертификат подлинности, причем даже на этом сертификате не указано, о какой конкретно кукле идет речь. Подозреваю, что он у всех будет одинаковый. Получается, это серия Barbie Signature, и этой кукле не присвоен какой-либо конкретный лейбл. Да и возрастное ограничение на коробке 6+, означает, что кукла предназначена для коллекционеров всех возрастов, а не только для взрослых. Ну а сама бумажка тоненькая, без какой-либо текстуры. И перед нами Барби в розовом, еще и на розовом фоне. И это обилие розового цвета в фильме очень даже уместно, потому что фильм самоироничный. Поэтому здесь мы видим розовый песок, розовые лежаки, зонтики и даже розовые скалы. Но все это контрастирует с идеальным голубым небом. Эту локацию мы с вами видели в трейлере фильма, но там Барби была в клетчатом розовом комбинезоне, а в ковбойском костюме она уже в мире людей. Причем они с Кеном нашли эти костюмы в местном магазине и, судя по всему, не заплатили, потому что в итоге оказались в полицейском участке. В комплекте с ней только подставка. Ну и шикарная не розовая ковбойская шляпа. В комплекте с этой Барби совершенно простая и скучная подставка с белым круглым основанием, но хотя бы стойка и держатель прозрачные, поэтому кукла на ней смотрится неплохо. А белый цвет основания еще и сочетается с ее шляпой. А еще я заметила, что даже без подставки эта кукла может стоять. Ее обувь оказалась устойчивой. Ну а сама кукла действительно напоминает мне Марго Робби. Точнее, у меня ощущение, что Марго Робби вселилась в одну из стареньких Барби. Просто эта кукла столько натерпелась обсуждений, хейта
это и так далее из-за своей улыбки, и я была в числе тех, кому не понравился первый выпуск этой куклы, но, возможно, дело было не только в улыбке, но еще в челке, потому что этот молд мне нравится намного больше без челки, то есть в таком варианте. Ну и со временем я начала к нему привыкать, ведь у Марго действительно широкая улыбка и выступающий подбородок. Молд куклы 2022 года, свежачок. Ее профиль очень даже похож на Марго Робби, и не только улыбкой, подбородком, но и носиком с легкой горбинкой. Глаза у куклы ярко-голубые с белыми бликами в зрачках. Нижний контур коричневый с маленькими коричневыми ресничками. Верхний контур стрелочка и ресницы черного цвета. Они большие и раскидистые. На подвижном веке персиковые тени. Складка века прорисована темно-коричневым цветом. Брови светло-коричневые, без прорисованных волосинок и с резким изгибом. Скинтон очень приятный, розоватый, и в него вмешаны мелкие блестки. Розовый румянец на щеках едва заметный. Румяна есть вообще? Но бледная она точно не выглядит. Выглядит очень живой, воодушевленной, и на губах у нее нежно-розовая помада. Линия зубов окрашена в белый цвет. У куклы волосы цвета золотистый блонд. Они уложены в прическу с локонами, то есть волосы куклы завиты в крупные кудряшки. На ощупь они твердые внизу, на них есть укладочное средство. Также немного укладочного средства есть и наверху. В целом из-за этого волосы ощущаются немножко грязными и жирными. Они буквально распадаются на отдельные участки и отдельные локоны. Вот эта кудряшка еще смотрится неплохо, а та, что напротив, состоит из отдельных сухих волосинок, выглядит неаккуратно. Так что Барби хоть и косит, под Барби 80-х и 90-х повторить те самые волосы тех времен не получилось. На голове куклы прошит боковой пробор. Прошивка неплохая, но в местах разделения локонов видны пустые участки. Даже если убрать все волосы назад, в центре небольшая залысинка. Голова куклы проминается. И, кстати, вблизи видно, что волосинки двух цветов золотистые и светлее. В ушах у куклы серебристые сережки в форме звездочек, которые, как и другие звезды в ее образе, мне кажутся отсылкой к Барби Суперстар. Звезды массивные, выполнены из пластика, покрыты блестящей краской и из ушей не вынимаются. На кончике есть стопер, не позволяющий их вытащить. И, кстати, все проблемы с прошивкой решает ковбойская шляпа. Она очень идет кукле и нравится мне по форме. Шляпа выполнена из белой резины. В любом случае она смотрится очень реалистично. Рельефами повторяет изгибы шляпы и вмятинки наверху. А еще ее украшает розовая контрастная лента с белыми звездочками. Она настоящая и приклеена к этой шляпке. Кстати, я люблю Барби в ковбойском стиле еще со времен Western Fun и Western Stamping. Кукол Барби, которые, вероятно, стали прототипом для этой Барби. Стиль этой куклы я бы назвала гламурный вестерн, а цвет ее одежды ярко-розовый маджента. На шее повязана бандана, которая была закреплена на жилетке с помощью штырька. Вот его остаток. Но теперь я его открепила, и ее кончики немножко топорщатся. Так что не советую это делать. Кстати, вы знали, что банданы использовались ковбоями-американцами для защиты от пыли? Ее можно быстро снять с шеи, повязать на лицо и закрыть тем самым нос и рот. У куклы бандана как раз на шее, и она выглядит очень реалистично. На ней есть различные принты, турецкие огурцы, звездочки, и она аккуратно подшита по краям. Интересно, можно ли ее развязать? Да, бандана не пришита вместе завязки, ее можно развязать и снять. Вот так она выглядит отдельно от куклы, однотонная с одной стороны и с узорами с другой. Ситуация Барби настоящий ковбой и повязала бандану на лицо, и еще ситуация Барби милашка и повязала ее на волосы. По-моему, ей идут все варианты. Штаны и жилет на кукле составляют единую композицию. У штанов V-образный вырез наверху, и с ним сочетается жилет с заостренным краем. Материал одежды плотный, шелковистый и своей текстурой похож на джинсу. Маленькие пришитые кармашки с передней стороны – это имитация. Компанию им составляют звездочки цвета розовый металлик. У самого жилета очень реалистичный крой, он сшит из нескольких элементов, в том числе это видно с обратной стороны, и на нем много различных принтов. И отдельно хочу отметить шнуровку, которая тоже является принтом. Это тот случай, когда я не буду ругаться, что это принт, а не настоящая шнуровка, потому что этот принт выглядит реалистично, и он сделан качественно. Рядом узоры из звездочек и белых линий. Они продолжаются на спине, и в центре наверху большая подкова. Жилетка расстегивается спереди, она на двух пластиковых кнопочках. Внутри пришит ярлычок Barbie Signature. На штанах шнуровка изображена в области ширинки, и здесь она тоже выглядит реалистично.
в том числе из-за перехода цветов и теней. Крой штанов тоже интересный. Как видите, с передней стороны идет строчка, а нижняя часть клеш как будто отдельно пришитый элемент. И здесь мы видим узор в виде звезд разного размера, пурпурного цвета и белого. Также пурпурные звезды есть на ее ягодицах, по одной на каждой. Здесь тоже по ноге идет строчка. И с обратной стороны в области талии штаны на металлическом крючке. В общем, застежки здесь вполне себе коллекционные. На ногах у куклы шикарные ковбойские сапожки. Даже жаль, что их почти не видно под штанами. Они белого цвета, с золотыми носиками диковинной формы, бронзовыми рельефными каблуками, серебристыми и золотыми звездами в качестве украшения. Причем звезды рельефные, но при этом окрашены не очень ровно. В центре золотая линия, а наверху серебристая рельефная кайма. С обратной стороны разрезик, а на подошве ничего интересного. Образ Марго в фильме очень похож на кукольный, но небольшие отличия все-таки есть. У нее там совсем другие серьги с висюльками, а не звезды, пуговицы на жилетке с передней стороны, более длинная шнуровка на штанах, и звездочки на них немножко поблескивают, а у куклы они матовые. В свою очередь, отличий от промо-фото не наблюдаю, ну разве что укладка более идеальная. У куклы шарнирное тело кукол Барби Экстра, то есть у нее крутится и наклоняется голова, руки разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз, руки сгибаются в локтях, кистях, ноги сгибаются в коленях, слегка разводятся в бедрах, и ее можно посадить на шпагат. На трусиках стандартные рельефы с надписью «Барби». На спине уже обновленный логотип Барби, метка 2015 год и надписи от производителя. Ну и, кстати, у этого тела не шарнирная стопа под каблук. Канон из фильма про Барби. Кстати, у меня же для этой Барби есть машинка. Немножко не по размеру, потому что это Hot Wheels, и я уже показывала ее в дайджесте. Распаковывать ее не планируем. Мне нравится, как она смотрится в сочетании с коробкой. Причем у нее есть несколько вариантов коробок, и когда я покупала, там был один вариант, а пришел в итоге вариант с домиком. Ну а сама машинка — это Chevrolet Corvette 1956 года. И на этом наше путешествие в Барби-ленд подходит к концу. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и если вы хотите еще обзоров на кукол из серии The Barbie Movie. Пишите, на кого конкретно, проявляйте активность, можете поддержать новые обзоры на Бусти, там все еще открыт сбор. Ну и пишите ваше мнение об этой ковбойской Барби, которая лично мне очень понравилась, потому что для меня она сочетание моих любимых кукол Барби 90-х, 80-х и современности. Чаще улыбайтесь, любите котиков, и мы с Барби желаем вам самого лучшего дня. И всем пока-пока!